Привет, меня зовут Светлана, и в этом видео я покажу, как сделать вот такую небольшую композицию. Домики елочки мы будем делать самостоятельно, поэтому если вам интересна такая идея и сам процесс, оставайтесь со мной. Для основы я взяла небольшой цветочный горшок, можно взять любую большую кружку или же какую-то коробку, наполнила пеноплексом и сверху заклеиваю мешковиной. Для домиков я использовала деревянные бруски, у меня 2,5 на 4 сантиметра и высота домика около 10 сантиметров. Просто распилили на кусочки и срезали крышу. Домик окрашиваю в зеленый цвет, после чего, чтобы долго не ждать, просушивала феном для волос. Использую акриловую краску, но можно взять любую другую. Также у меня были небольшие кусочки фанеры, предварительно разрезала их на две части, это у меня будет крыша домика, которую я буду покрывать морилкой. Для дверей я взяла палочку от мороженого, отрезала нужный мне кусочек и тоже затонировала. После высыхания рисуем на домике окна. Сначала делаем белый квадрат, а затем внутри маленькие черные квадратики. Чтобы краска не размазывалась, каждый слой просушиваем феном для волос. Крышу и двери приклеиваю на клей ПВА для деревянных изделий, он очень густой и быстро схватывается. Вот такой милый домик у нас по итогу получается. А теперь можно сделать и елочки. Нам понадобятся деревянные палочки и детский воздушный пластилин, который застывает на воздухе. У меня не было пластилина в нужном мне оттенке, который бы мне хотелось, поэтому я соединила 4 цвета между собой и получила нужный мне оттенок. После чего делаю из пластилина конус, одеваю на шпажку и при помощи ножниц по кругу делаем надрезы. Подробное видео по таким елочкам можно посмотреть на моем канале, ссылку на него я оставлю в описании, там я подробно рассказываю, на что обратить внимание, чтобы елочка была красивая. Когда елочки готовы, можно добавлять их в работу, они на длинных шпажках и хорошо держатся без клея. Ну а домик закрепляем при помощи термоклея. Все вокруг заполняю белым мехом, я использовала обрезки из прошлых работ и по итогу даже не скажешь, что там какие-то кусочки. Ну а теперь просто приклеиваю вокруг домика искусственные веточки. Здесь я тоже собрала некоторые остатки, использовала только одну целую веточку, которая была за домиком. Можно обойтись и без этих веточек, а просто сделать побольше елочек. На елочки и крышу домика добавляю снег, для этого смешиваю обычную поваренную соду с белой акриловой краской. Сохнет такая масса достаточно быстро, главное не делать ее слишком жидкой.
Доделав эту работу, я поняла, что мне не все нравится, и по итогу решила переделать елочки. С таким снегом они были не такие нежные, поэтому делаю точно такие же елочки и при помощи лака для волос добавляю на них блестки. Возвращаю елочки на место, так мне нравится намного больше. Пишите в комментариях, какой бы вариант оставили вы. Ну а на этом моя работа готова. Если вам понравилось это видео, то поддержите его лайком, подписывайтесь на мой канал, если вы все еще не подписаны. А я с вами прощаюсь, увидимся уже совсем скоро.